Всем привет, это команда Firebeavers, я Уэрейн, и сегодня я покажу вам свой тир-лист легенд 15 сезона Apex Legends. Первый тир будет это S-тир, самый высокий тир, самые имбовые персонажи этого патча. И, конечно, первым же героем будет Шляпник Сир. Почему именно он на первом месте и почему он в S-тире? Здесь долго думать не надо, потому что персонаж видит через стены на 75 метров. То есть вот перед нами стоит кукла, мы видим ее через стену. Пушка у Сира тоже слишком имбовая, у нее слишком маленький КД, я считаю. Пушкой вы можете как подсветить врага, увидеть его здоровье, также и отменить ему любую способность, которую он использует. Валькульту вы можете отменить любую ульту, которая будет находиться в руках, то есть, допустим, вот Каустик будет бежать с ультой в руках, или другой Сир, вы ему это отмените. Заканцелите ему хилы, если, допустим, вы пушите, дали большой урон. Также ульта. Мы кидаем ульту. И на этой ульте... Ну, куклы не двигаются, но если они, допустим, двигались, мы увидели бы эти квадратики на куклах, то есть в обычной игре на персонажах, которые находятся в радиусе ульты, и видим все их передвижения. Также мы можем увидеть чуть выше иконки ульты, сколько персонажей находится в арии, в зоне действия этой ульты. То есть мы видим 3 куклы, 3 персонажа, значит, будет в этой ульте. Следующий персонаж в S-тире это, конечно же, Horizon. Почему Horizon? Потому что Horizon в данном мете очень хорошо играет с другими персонажами, и как соло-персонаж она очень сильная. Также она очень багованная, половину звуков от Horizon мы можем не услышать, потому что у нее очень интересные шаги. Ну, это уже не наше дело, мы же не разработчики, я правильно. Что делает кушка у Horizon? Кидаем кушку, поднимаемся на лифте. Можем в нем двигаться спокойно и стрелять без какого-то либо лишней отдачи от оружия. Можно подняться 2 раза за кушку и наводить очень большую шумиху. То есть можно подниматься с ЛГ лоу-граундов на хай-граунды. Можно просто неожиданно пикать, можно байтить кушкой, то есть разновидностей очень много для применения кушки Horizon. В данной мете Horizon играется как единичка, это та же самая Рейфа, только с немного отличающимися способностями. Ульта у Horizon тоже достаточно сильная, но не настолько имбовая, то есть она ломается, настягивает всех врагов, хп, по-моему, 300 у ульты Horizon. Где-то в районе 250-300 хп. А под эту ульту закидываются всегда гранаты и прочее. Также у Horizon очень крутая способность, которая помогает вам на контесте. Это пассивная способность, то что у нее нет никакого замедления при падении. То есть вы упали и слайдите дальше. Вы не замедляетесь, как обычная легенда, к примеру, не станете на месте. Вот, поэтому Horizon в S-тире, она очень крутой персонаж. Следующий персонаж в S-тире это Валькирия. Валькирия достаточно очень хороший персонаж, который может играться в любой композиции практически. Да, даже не практически, в любой композиции играется может Валькирия. Очень хорошие командные способности, очень хорошие способности индивидуальные персонажа. Пассивная способность это джетпак, который поможет вам занимать любые хайграунды, как-то передвигаться, наводить шумиху. Также вы можете двигаться немного быстрее, спамя джетпак. Его порезали с патчами, и теперь бензин тратится намного быстрее, но это ничего страшного, персонаж остается таким же имбовым. Главная имба этого персонажа не ульта, а кушки, которые работают как аркстары, наносят урон, которым можно engaged файт очень сильно, перемещать противников с одной позиции. Или если противники не перемещаются, под эти кушки очень сильно влетать, потому что противники будут в стане. Вот. И второе, самое главное преимущество Валькирии, это все-таки пассивка. Также не стоит забывать про ульту, которая очень помогает избежать каких-либо файтов или наоборот занять какую-то хорошую позицию или прилететь на файты. Вы подсвечиваете всех врагов в определенном радиусе, не помню конкретные цифры. Поэтому Валькирия очень сильный персонаж, я ставлю ее тоже в S-тир. Следующий персонаж в S-тире это Кастл в этом сезоне. Почему Кастл? Потому что это мини-Гибралтар, с улучшенной версией Гибралтара без огромного бабла, но для дефенса это очень сильный персонаж. И для пуша тоже. Пассивка у Кастла это воскрешение союзника с помощью нокдаун шилда.
То есть вы тянете за собой такой мешок, который упал, случайно нокнувшийся, закрываете его нокдаун шилдом и передвигаетесь в любую сторону, которую вы выбрали. Это очень сильно помогает на пушах и на дефах тоже, особенно если у вас золотой нокаут-щит. Кушка у Касла — это мини-щит, который можно передвигать в любую сторону. Не помню конкретно, сколько у него хп, но расстреливать этот щит вы устанете, но расстрелять его можно. Допустим, если по нему скинутся 2 человека, он сломается. Щит имеет 2 яруса, верхний и нижний, их нужно ломать отдельно. Самая главная и крутая штука у Касла — это ульта. На метров 50 вы можете поставить прыгнуть ульту. В полете вы можете менять направление ульты, в какую сторону она поставится. На союзников вы будете прыгать намного дальше. Ульта первые 15 секунд имеет эффект электрошокера. То есть, если вы подойдете к ней, вы застанетесь, но очень сильно. Мышкой двигаться вы точно нормально не сможете. В целом, ульта имеет огромное количество хп, вот эти большие щиты. Маленькие что-то по хп 200, но вот этот огромное вообще там. Пулемета еще такого не добавили, с которого нужно ломать эту ульту. Очень сильно помогает на дефе. Можно создавать свои споты, которые вы хотите с помощью этой ульты. Также, если она вам мешает, вы можете ее разобрать по частям, как лего. Ульту можно поставить только одну. То есть поставили одну, вторая пропадет. Ньюкасл может также играться с любым агрессивным пиком, именно в этом сезоне, и с любым пиком, который будет дефаться. Переходим ко второму тиру. Это тир А. И первый персонаж в этом тире будет Бангалор. Бангалор достаточно старый персонаж, но до сих пор он играется очень хорошо. Даже несмотря на мету сиров, Бангалор играется под пуш и под деф. Не под самую глухую оборону, а под такое чисто резетнуться, там пересидеть, отдышаться. Продышаться играется на ура. Пассивка у Бангалор, когда вы получаете урон или рядом с вами пролетают пули, вы ускоряетесь, как кушка Октейна. Это очень помогает муваться в файтах, убегать. Основная фишка Бангалор — это смоки. Вы имеете 2 смока. Если вы имеете диджитал в этих смоках, вы король. Вас будет очень трудно убить. И перед вашей смертью вы дадите 100% больше 50 урона или хотя бы 50. Ну, это в зависимости от ваших способностей в игре. Этими смоками вы можете также создавать укрытие. То есть вам стреляют издалека, вы кинули смок, спокойно захилились, дали продышаться своим тиммейтам и побежали дальше. Ульта у Бангалор — это ракеты, которые также станят. Падают они полосочками по большому радиусу, то есть выигрывают спейс очень сильно. Наносит 40 урона и станет, по-моему, на секунды 3, если я не ошибаюсь, но станет очень сильный. Этот персонаж хорошо подходит под пуш, какой-нибудь композиции с Сиром и Бладхаундом. Просто будете бегать, кидать смоки и убивать все, что движется. И под легкий резет персонаж тоже отлично подходит, поэтому я ставлю на первое место в А-тир. Следующий персонаж в А-тире — это будет универсальный персонаж Крипто. Если вы очень много учили уроков, у вас не было времени посидеть в каком-нибудь шутинге по типу Ковака, вейм-тренера, я имею в виду Ковака или еще чего-то, Крипто отлично подходит для вас, потому что это очень хороший командный персонаж, который делает огромный импакт дистанционно. Основной прикол Крипто — это его дрон. С этим дроном вы можете скаутить противников, скаутить все свободные и занятые места, то есть собирать всю информацию по карте. Также это не работает на стрельбище, но если в радиусе, в котором вы находятся противники, на баннере будет подсвечиваться количество сквадов рядом с вами. И, конечно же, ЕМП. Это ульта Крипто, которая наносит урон по куполу от дрона, станет противников, разбирает им армор на 2 ячейки. Фишка Крипто в том, что его ЕМП не только наносит урон, но и деактивирует некоторые способности, по типу ломает бочки каустика, ломает... С 2 ульт можно сломать катушку Ватсон, насколько я помню. Можно сломать все заборы. То есть ультой можно тоже шумиху навести. Этот персонаж хорошо работает, когда вы пушите. У вас есть ЕМП. Вы даете хороший урон и замедление, плюс информацию. И когда вы что-то скаутите, играете очень пассивно. Вы просто сидите в доме, ноги на стол закинули, дрончик вот так вот на крышу поставили, так вот откинулись на стульчике. И говорите: ребята, нас тут пушат немного. Короче, пушится, вы идите, сходите. Я сейчас пойду кофе сделаю, вот сюда метку ставите, вот тут враги убьете, я сейчас приду. Поэтому Крипто очень универсальный, прикольный персонаж. Но из-за того, что его дрон легко сломать, ну как легко, при достаточных умениях можно его легко законтрить, поэтому он в А-тире.
Следующий персонаж в Атире, по моему мнению, это Lifeline. Почему именно Lifeline в Атире? Потому что в Сермете это единственный персонаж, который может поставить своего тиммейта на рез. И даже если в него прилетит отмена, рез не отменится ни в каком случае. Пассивка у Lifeline это как раз таки рез. Вы кликаете на своего тиммейта, который нокнулся каким-то чудом. Пока тиммейт резается автономно. Фу, бля, автономная. Пошел нахуй, ебать, с такими умными словами. Ёбаный рот. Пока ваш тиммейт резается, вы можете стрелять. Ой, бля, не вставляет, я что-то хуйню сделал. Пока ваш тиммейт резается, вы можете стрелять. Да ебать, не, короче, стрелять не буду. Не вставлять тоже стриж. Короче, пока ваш тиммейт резается, вы можете отстреливаться. Что-то придумывать, что-то говорить, что-то колить. Ваш тиммейт резнулся, вы такие... На, держи, охладись. Отхиливает дрон сейчас быстро. И отхиливает он до фула, то есть он не пропадает, пока до фула не отхилит. Очень хороший командный персонаж. Плюс у Lifeline есть ульта. Да ну нахуй! Которая призывает свой дроп. В этом дропе будет армор. В зависимости от качества армора, который вы сейчас имеете. И какой-то атачмент и ресурсы. Вот, к примеру, у меня нет никакого армора. Мне обязательно упадет синий, белый не упадет. Мне упал атачмент. И упали вот всякие предметы крутые. Lifeline очень ситуативный персонаж, но в данной мете он очень сильный, пока существует сир. Да и вообще Lifeline прикольный персонаж. Поэтому я его ставлю в аттир. Следующий персонаж в аттире, по моему мнению, это девчонка в купальном костюме на голове. Персонаж достаточно сильный. На защиту. Вы ставите катушечку как обогреватель. Стоите, вылечиваете свои арморы. Катушка доджит все ульты. То есть вы будете прокидывать через нее какую-то ульту, которая бросается. Катушка это съест. Если будет на вас ульта какая-то падать, катушка это съест. А если вас кидают гранаты, катушка это съест. В общем, катушка обжора, и это очень классно. То есть на деф это очень сильно работает. Также у вас есть фэнсы, которыми вы можете обороняться, застраивать, что хотите делать. Обрезать вижен, потому что когда вы играете за фэнсами, вас очень плохо видно. То есть там людям нужно будет реально прищуриваться, там вглядываться, где вы тут бегаете, где вы тут стрейфитесь. Фэнсы очень сильные, но быстро ломаются. Когда вас пушат, скорее всего, если вы на лоу хп, противники не побрезгуют и полетят на все 100 через эти фэнсы. У Ватсон есть свои изъяны по типу того, что все это легко ломается. Если, к примеру, если вы неопытный игрок на Ватсон и поставите что-то не туда, один человек сломает все ваши способности, и вы будете абсолютно бесполезным. Поэтому на Ватсон нужно играть, но если вы умеете играть, особенно в этой мете, Ватсон будет очень сильным персонажем для вас. Следующий персонаж в моем тире это Фьюз, человек-плевок, кстати, троглодит. Какие плюсы у Фьюза? Фьюз может кошмарить всех дистанционно с помощью своей кушки. Вы кидаете свою кушку, и она наносит урон по радиусу, в котором она прилетела. Вы можете стакнуть противника, то есть она будет секунду, по-моему, секунду или секунду-полторы будет висеть на противнике, потом спадет на месте и будет стрелять. С помощью этой кушки вы можете выигрывать очень огромное количество спейса. Вы можете ломать способности, кинув кушку, к примеру. Вот представим, что вот тут дверь, вы можете кинуть перед дверью. И она будет залетать внутрь и дамажить внутри, к примеру, забора Ватсон. Ульта у Фьюза это такая вот лужа. Все противники, которые находятся в этой луже, не получают ничего, но подсвечиваются. Куклы не подсвечиваются почему-то. Зайдя в эту лужу, вы словитесь и получаете огромное количество урона. То есть противникам будет сложно отсюда выбраться. Также у Фьюза есть прикольная фича с гранатами, но пассивка. У вас есть два режима. Это обычный режим. Вы кидаете гранату, как обычный персонаж. Или можете включить свою пушку и кидать гранаты на очень большой радиус с очень крутой дистанции. Ну, хаешки, конечно, не используйте, потому что хаешки это просто хлопушка, фейерверк для вас будет. Они не будут долетать до цели нормально. Фьюз очень оптимальный персонаж для пуша и для харассмента издалека. Но и на деф его можно также использовать, отультиться, выиграть время, спокойно отхиливаться, чилибосить где-нибудь даже в опене. Следующий персонаж в Атире это еще очередной шляпник, это Bloodhound. Очередной ВХ персонаж, который может сканить на радиус 75 метров, подсвечивать персонажей на пару секунд. Будете смотреть, что они делают. У него также есть следы на полу. То есть в нормальной игре вы увидите следы, сколько тут
времени назад проходил какой-то отряд, что он использовал, хилился ли он, использовал способности. Ваша ульта, вы рычите, как безумный. Все противники подсвечиваются красным цветом. Скан вашей ульте длится такое же время, но когда на нем меньше, 8 секунд. То есть вы можете им спамить. Вы бегаете быстрее, можете стрейфиться, что угодно делать. И просто уничтожать все, что угодно. Играется Bloodhound тоже под несколько разных композиций. Его можно брать в Сира, вместо Сира. Но Сир все-таки PvP-шный, поэтому Bloodhound находится тиром ниже. Первый персонаж тире Б это Катаклист. Почему именно тир Б? Потому что Катаклист на самом деле сильный герой, но достаточно багованный. Какие плюшки у Катаклиста? Вы можете застраивать дома, двери. То есть вы можете застроить уже действующую дверь. И чтобы ее сломать, нужно будет 4 удара или 1 граната. Вы можете застроить проем, где была дверь. Время выигрывать в каком-то доме на глухой обороне вы можете очень хорошо. Также вы можете кидать свои кушки. Они лежат бесконечно. Наносят урон, если противник встанет в эту кушку. По 15 урона, то есть противник не будет в ней стоять. Она еще немного подзамедляет. Всего можно поставить 3 кушки. Эти кушки вы можете забирать с собой. Можете использовать их как на пуш, как и на деф. Тоже много вариаций. И ульта у Катаклиста это стена. Через эту стену не должны проходить никакие сканы. Только если их там не перебросят, еще что-то сделают. Урон через стену проходит. То есть стена простреливается. Вот тут мы видим куклу. Можете это прострелить. Если проходит ваш союзник или враг, они замедлятся, и на их экране будет как такая черная слизь. Я считаю, что Катаклиста надо немножко забалансить. Пофиксить баги, которые уже на ней имеются. И персонаж будет достаточно играбельный, даже, может быть, потянет на эстер. Следующий персонаж в Б-тире это будет Мэд Мэгги. Не считаю ее каким-то очень сильным персонажем. Да, прикольная, но на какой-то выше тир не тянет. Пассивка у Мэгги: вы бегаете с дробовиком в руках так же, как вы бегаете обычными руками. То есть скорость никаким образом не отличается. Также ваша пассивка: если вы стреляете по таргету, он будет подсвечиваться секунду. Кушка у Мэгги это дрель. Кушка наносит урон способностям, если какая-то, допустим, тут стена стоит. Если здесь стоит каустик бочка, если здесь фэнсы и прочее стоит, будет урон наноситься. Ульта у Мэгги это бейсбольный шарик. Вы кидаете свой бейсбольный шарик. Попадая по кружкам, вы ускоряетесь. Противники, попавшие в этот шарик, и также ваши союзники, не забывайте об этом, станется и подпрыгивают. Также можно ломать двери ультой Мэгги. Очень хороший персонаж на пуш. На дефенс считаю его очень слабым персонажем. Следующий персонаж в Б-тире это Октейн. Персонаж прикольный для пабов, для ранкеда, пофаниться, побегать, повтыкать Steam, понокаться, покричать на тиммейтов. Да я их бы 1 в 3 убил, забагался. Вы втыкаете все шприц, теряете хп, но зато бегаете быстро. Угу. Ульта это джампад, на котором вы можете летать как далеко, так и высоко, если вы делаете это не в контроле. Пассивка у Октана это когда вы не получаете урон на протяжении нескольких секунд, вы восполняете себе здоровье. Персонаж фановый, так что если вы хотите пофаниться, посмеяться с друзьяшками или еще что-то поделать, добро пожаловать за игру на Октана. Следующий персонаж в этом тире это Pathfinder. Достаточно веселый персонаж с отличным мувментом, с отличным перемещением. Ульта это трос, по которому вы можете кататься, прыгать. Но прыгать не больше 3 раз. Больше 3 раз прыгнули, все, вас скинуло. И кушка это граплер. То есть вы кидаете крюк и летите куда хотите. Персонаж также фановый, для пабов, для ранкеда, пожалуйста. Сколько не хочу, в компетитиве ему пока что применения нет. До этого он игрался очень на ура. Аша играется в компетитив в определенных вариациях, но не так часто. Ульта у Аши это портал. Вы разрубаете воздух, как в Гарри Поттере. Перемещаете своих противников, также перемещаете своих союзников, также противников. Портал стоит несколько секунд. Можно телепортироваться на 75 метров. То есть это как универсальная рейфа, но портал закрывается намного быстрее. Следующий тир это C-тир. Первый персонаж в C-тире это Dolphin, точнее Рампарт. Пассивка у Рампарт: у вас увеличен магазин на пулеметах, на всех пулеметах, и вы быстрее перезаряжаетесь. Также вы можете ставить стены, которые достаточно легко сломать, стреляя через них. У вас увеличенный урон. То есть стены увеличивают ваш урон и вашим союзникам также.
Ульта это пулемет. Вы можете его раскрутить в руках. Но у вас будет ограниченное количество патронов. Это вы видите количество патронов на экране. Либо же вы можете поставить свой пулемет, примерно за укрытие или еще куда-то. Залезть в его. Ваши тиммейты могут в него залезть точно так же. Персонаж очень фановый, но он очень немобильный, очень такой... Мне не нравится. Поэтому я его поставил именно в этот тир. Следующий персонаж в C-тире это Лоба. Очень красивый персонаж, но в компетитиве не играется. В ранке, где в пабликах также очень редко его встречаю. Своей пассивкой видит весь ценный лут через стены. Ваша кушка это мини-телепорт, в течение которого вы не можете стрелять. И ульта это Black Market. Из Black Market вы можете вытащить 2 любых предмета, но вы можете вытащить бесконечное количество патронов. Также Лоба может вытаскивать с помощью своего Black Market одну вещь из любого хранилища, по типу хранилища на World Sage. Следующий персонаж в моем тире это Гибралтар. Пассивка это его наручный щит. Вы можете его отключать, но это делать вам не советую. Пушка у Гибралтара это бабл. Вы кидаете бабл, он стоит определенное количество времени. В бабле Гибралтар ресает быстрее. От бабла вы можете пикать, вы можете давать его на деф, можете давать его на пуш. Вариаций много. Но Гибралтар сейчас в компетите офф-мета, потому что Сир достаточно сильно его контрит и другие персонажи тоже. Ульта у Гибралтара он кидает вот такую вот бомбочку. По приземлению у этой бомбочки есть большой радиус, который прилетает в ваши снаряды и наносит противникам урон и станет их. Персонаж прикольный, но в данной мете он практически не играбельный, поэтому он в таком низком тире. Следующий персонаж в моем тире это Каустик. Каустик также сейчас офф-мета, но достаточно сильный. Все еще играбельный, но по сравнению с другими персонажами он не такой сильный. У него есть бочки. Можете кидать бочки, они наносят урон противнику. Вы их активируете, и они наносят урон противнику. Ульта у Каустика это такая же бомбочка. В ней враги подсвечиваются для вас, потому что это ваш газ. Эту ульту можно также использовать на деф, на пуш. В компетитиве им опять же практически не играют. В паблике в ранкеде тоже их не используют, потому что персонаж достаточно громоздкий, без мувмента. Мало кто хочет на нем играть. Первый персонаж в D-тире это Мираж. Мираж чисто фановый персонаж. Покидать декой, побамбузлить, попрыгать, поультовать, поспамить эмоутов на трупе своего врага. Кушка это иллюзия, ульта это миллион иллюзий, которые просто также будут вас имитировать и бегать в разные стороны. Так что Мираж чисто фановый персонаж. Это Ревенант. Ревенант оффметовый персонаж, не играется сейчас вообще. Нету композиции, с которыми бы он хорошо игрался. Кушка Ревенанта это Silence. Вы кидаете свой Silence на определенную дистанцию. Если противник в него зашел, он получает 10 урона. Его способности блокируются. Пассивка у Ревенанта, вы можете карабкаться на очень большую высоту. Демонстрирую это. Также на контроле вы бегаете очень быстро. Последнее, что есть у Ревенанта, это тотем. При использовании тотема все враги знают, что вы использовали тотем. Неожиданно у вас не получится сделать ничего. Тотем ломается. Используя тотем, вы получаете вторую жизнь. Если вас убивают в тотеме, вы возвращаетесь на тотем. Ревенант сейчас не играется от слова совсем. Нигде его не вижу. А где я вижу, это люди заходят чисто потроллить. Вантаж. Вантаж это снайпер. Пушка это вы выпускаете мини-бэтмена. Вы можете таскать его за собой, можете отзывать его, можете говорить, куда ему прыгать. Смотря на него, вы можете удерживать кушку и будете прыгать. Можете дабл-джампнуть, а можете просто прыгнуть. Ульта это снайперка. Попав один раз, противник будет подсвечиваться. Урон по нему будет увеличен. То есть все ваши тиммейты будут делать по нему увеличенный, давать ему по нему увеличенный урон. Персонаж довольно фановый, но он также нигде не играется. Смеяться, потроллякать, паблики, ранкет поиграть, поугарать. Да, это косой снайпер, это ваш выбор. И последний персонаж в моем тире это всеми любимая РФ. В данной мете нету причины на ней играть. Все вы знаете способности рифы, пассивки. Пассивка это уведомление, когда на вас целятся, уведомление о трапах. Кушка у рифы. Вы проходите фейс, за вами идет след, вы не получаете урона в фейзе. Ульта это портал. Вы ставите портал для перемещения на 75 метров.
Можете перемещать союзников, враги также в него заходят. Но Дрейфа сейчас это чисто ранкедовый и герой для пабликов. В компетите для нее нужны свои бафы и нерфы определенных персонажей. Поэтому я ставлю ее также в последний тир. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вы оцените мой тир-лист. И очень сильно надеюсь, что вы не будете играть на серии. Всем спасибо. Всем пока.